Всем привет! У нас обратно не очень хорошие новости, обратно перемога в кавычках, да. Есть такая песня, да, и снова 3 сентября. И я календарь переверну. Но нас интересует, поверьте, не 3 сентября, а 30 сентября. Вот здесь начнется все самое интересное для украинских беженцев, которые находятся в Евросоюзе, да, и не только. То есть 30 сентября Украина впервые присоединяется к международному обмену информацией о финансовых счетах на основании стандарта CRS. Вы понимаете, да, что это значит? Это значит то, что теперь любая страна Евросоюза, обратно же повторяю, и не только, дальше видео я расскажу, сколько стран присоединено к этой платформе, к этой международной системе. Ребята, может запросить данные, и они будут автоматически присылаться, вы понимаете? То есть это будет все делать компьютеры, не человек. Отправил за запрос, подтверждение, пришли все данные, что нужны да, податковой службе той или иной страны. То есть, и эта игра будет не в одни ворота, да, что только может Евросоюз запрашивать данные, да, финансовые счета украинцев, но и наоборот, ребята, потому что теперь налоговая служба Украины тоже может запрашивать у Евросоюза все данные по счетам украинцев. То есть, что там украинец открыл себе бизнес и, возможно, не платит, да, налоги в Украине, потому что, как вы понимаете, что если украинец остается украинцем, да, и он является резидентом все-таки Украины, то он обязан платить и там налоги, и здесь налоги, и так далее. То есть, и видите, начинается все самое интересное с 30 сентября. Поверьте, многих лишат выплат, будут штрафы и так далее. Потому что, вы знаете, наши любят люди, да, и как говорится, усидеть на двух стульях, но теперь это будет намного сложнее. И сейчас мы все это обсудим, прочитаем. И попрошу каждого распространить это видео, потому что это очень важно, ребята, чтобы ваши знакомые, близкие были вооружены, тем более те, которые собираются въезжать в Евросоюз в ближайшем времени, чтобы они понимали, что если они информацию какую-то скроют, то она раскроется, и ничего хорошего из этого не выйдет. С 30 сентября, конечно, реалии украинских беженцев в Евросоюзе, да, они, конечно, будут не очень, да, хорошие. Кто-то скажет, ну, это будет касаться тех, у кого что-то есть, да, кто реально обманут, в принципе, ну, тот и обязан, да, вернуть деньги, например, штрафы, и вообще лишен будет, да, этих всех социальных выплат. В принципе, это справедливо. Да, но есть и те люди, знаете, которые где-то, может, там что-то лукавили, да, где-то там как-то пытались уйти, да, от чего-то, ну, там эти суммы были минимальные. Просто, например, там не указал, например, ту несчастную пенсию, да, 2-3 тысячи тех гривен, это несчастные, это, ну, это смешно, да, 50 тех евро, да. Ну, по факту он должен был сообщить, но не сообщил, да. Но я не считаю, что это реально какой-то там супер преступник, да. А есть люди, которые, не знаю, там сдают где-то под Киевом, я так обобщаю, да, это не только Киева касается, многих областей Украины, да, в которых нету никаких боевых действий. Люди приехали, например, в ту же Ирландию, Германию, неважно куда, сдают, например, квартирку свою, то есть обогащаются, плюс сидят на выплатах, получают денежки. Справедливо? Ну, конечно же, нет. Он обязан был сообщить, что у него есть какой-то доход, есть какие-то 15-20 тысяч гривен еще, да, в месяц, то есть это, например, 500-600 евро, да, то есть нифига себе, то есть и ему должны были минуснуть от выплат эту сумму. Справедливо? Ну, конечно же, да. Но если какая-то бабушка приехала и несчастную эту пенсию забыла указать, да, тех несчастных 50 евро, да, по курсу сейчас, ну, это смешно. Она реально не со зла. Я считаю, что таких людей можно и простить. Даже можно не учитывать эти копейки. Но когда там человеку 40, да, 35 лет, годиков, и он вот это все специально, умышленно, да, не сообщил, вот он должен вернуть всю эту разницу, да, я считаю так. Это будет справедливо. Это лично мое мнение. Напишите в комментариях ваше мнение, как вы считаете. Правильно, что теперь будет обмен данными, да? Этот обмен данными, ребята, сейчас мы дальше все это посмотрим, увидим. Тут очень много полезной информации. Этот обмен данных будет автоматически, он будет делаться. 120 стран входит вот это вот, да, вот эти стандартные CIS. То есть вы понимаете, какое количество стран, это не только Евросоюз. Евросоюз, я просто делаю главный акцент на него, потому что большая часть беженцев находится в Евросоюзе. В том числе и я, да, нахожусь сейчас в Ирландии, и мне интересна, да, эта новость, потому что, ну, это касается огромного количества украинцев, которые находятся сейчас за границей. То есть просто, ну, большая часть находится в Евросоюзе. И она коснется, конечно же, их, ребята. В результате этого предоставление социальных выплат беженцам может быть оптимизировано. Помощь будут получать
только те, кто в ней действительно нуждается. Справедливо? Я считаю, конечно, 100% справедливо. Но почему какой-то, извини меня, дурак, Боров, какой-то, ну, Емеля, который лежит на печи, я, конечно же, ультрирую, да, уже больше 2 лет, он лежит на печи, ест калачи, то есть и ничего не происходит, он ничего не делает, у него там где-то что-то капает, он что-то где-то мутит, крутит, и при этом еще получает выплату. Ну, ребята, ну, всему должен быть предел. Я считаю, что если у человека есть какой-то доход, есть какие-то сбережения, есть квартира, есть машина, это все будет просмотрено. Если человек по факту, вот так вот, да, с точки зрения финансов, он имеет какие-то средства для проживания, то он обязан их потратить здесь, в этой стране, чтобы меньше эта страна ему помогала. То есть он не имеет права скрывать свои доходы, их там где-то в кубышку складывать, да. То есть, ну, я считаю, это неправильно по отношению, обратно же, к той стране, которая тебя приютила. Обратно же я говорю по принципу того, что я нахожусь в Ирландии. То есть я сейчас обсуждаю больше Ирландию, да. Я знаю очень много людей, которые в прямом смысле этим даже хвастаются, что они там сдают квартиру, что у них остались бизнесы, и они там работают. То есть, ну, люди занимаются, да, и они получают доход. То есть многие, конечно, переоформляли специально и так далее. То есть, ну, в прямом смысле очень большая прослойка людей, беженцев, которые в прямом смысле имеют еще доход в Украине. Это, ну, очень большой пласт. Я не знаю, процентов 30-40 так точно какую-то имеет недвижимость, хорошую я имею в виду, не какую-то там, да, там в панельке там однушку, да, или двушку там, то есть это не так перспективно, да, оценить. А где-то там в нормальном смысле, я имею в виду, городе, то есть Киеве, Днепре, там, Харькове, Одессе, Львове и так далее. Ему имеется квартира, имеется машина, имеется какая-то, да, финансовая подушка, лежат какие-то деньги на депозите, и они были скрыты. Либо когда он приезжал в Евросоюз, например, он продал квартиру, машину и скрыл это. То есть, ну, а деньги, например, лежат на счету. То есть это тоже все будет учитываться. Или либо наоборот, мы же говорим, что игра будет в обеи ворота, то есть и те будут забивать голы, и эти будут забивать голы. Я говорю про то, что теперь украинская налоговая служба сможет подавать о человеке информацию и понимать, что он делает за границей, как у него, потому что многие люди, обратно же, еще фишка наши, такие прохаванные, я лично знаю таких людей, которые здесь получают выплаты, которые взяли перед тем, как уехать из Украины, они оформили переселенческие, и они год просто еще получали переселенческие. Тут, в Ирландии, при этом они получали еще выплаты от Ирландии. А переселенческие там неплохие. Если вы не знаете, то по 3000, могу ошибаться, там плюс-минус 500 гривен. Там или 2,5, либо 2800, либо 3000 на человека давалось, ребята. В месяц. Семья, например, 4 человека. Вот умножайте. А там сразу давали за 3 месяца. То есть сразу там ляп, например, людям там 20 тысяч гривен, 30 тысяч гривен. И люди это не сообщали Ирландии? Конечно же нет. И я знаю, что люди, которые сейчас меня смотрят, и вы тоже, вас много таких, которые это сделали, которые оформили переселенческие, переселились, например, там из Луганской области, либо с Донецкой, либо с Херсонской, переселились там, например, в Одесскую, в Киевскую. Все оформили, и потом, конечно же, потихоньку уехали, никуда ничего не сообщили. А данные начали только обновлять и прикручивать всю эту лавочку, если не ошибаюсь, в конце 23-го, либо в середине 23-го. Так что я никого не осуждаю. Ну, если у вас на душе все спокойно и вам нравится так жить, то, конечно, без проблем. Это наш менталитет. Я никого не обижаю. Я говорю реалии, которые я знаю. Люди этим хвастались передо мной лично. То есть это не то, что я им завидую или что. Нет, просто такая карма, потом она вернется. И вот она будет возвращаться с проверками вот этими вот. Все будет проверяться. Если ты указал в анкете о том, что у тебя ничего нет, а потом, когда будет обмен данными с помощью стандарта, да, CAS, то вы все вернете. Вот просто вы получали 2 года, например, выплаты, и при этом где-то еще что-то подмучивали в Украине, да. Все через карту делается, ребята, все через карту. Понимаете, с биткоинами, поверьте, малый процент еще работает. Ясно дело, что биткоины не будут проверяться, но обратно же, чтобы купить тот же биткоин, либо это, обратно же нужно через карту купить его. Обратно же это будет вся схема работать через карту. Никак ты не можешь ничего сделать в тени прям полной. Все идет все равно через банк.
украинский, то есть ты все равно ложишь деньги на карту, и потом куда-то они там уходят. Неважно, купил ты биткоин, либо ты еще куда-то их там перевел, и снял ли ты их в Ирландии потом и так далее. Все это будет видно, и потом, вот, например, ты получал, а потом за год, например, получения выплат ты обогатился, например, от Украины, там, например, там, на 100 тысяч гривен, да, за год ты как таким-то образом что-то там получал. И вот они берут, конвертируют, например, там по курсу, это получается там, да, там 2500 евро, например, грубо говоря, да. И вот они берут, говорят, так, дружочек, ты теперь должен нам 2500 евро, потому что ты скрыл это. Ты брал у нас деньги, и при этом еще брал оттуда деньги. То есть, получается, ты жил лучше, чем ирландец, который получал социальные выплаты. Потому что ты получал и у нас, и там. Честно? Ну, конечно же, нет. И вот такие люди, конечно, теперь будут страдать, у них будут забирать выплаты. Так что, ребята, живите честно, не скрывайте ничего. Если вы сейчас приезжаете в Евросоюз, вот именно сейчас, да, сейчас я записываю этот ролик в августе, да, приедете вы в сентябре, в октябре, лучше рассказывайте все, что есть, лучше укажите и живите спокойно. Лежите на подушечке, укрывайтесь душистой постелью и знайте, что у вас все хорошо, у вас все стабильно, у вас все нормально. Вы никому ничего не должны. Потому что Евросоюз такое и вообще Европа не прощает. Потом у вас будет плохая кредитная история, и вам не будут давать кредиты и так далее. Если у вас будут эти всякие штрафы, это отношение самого государства к вам будет уже не очень хорошее. Вы уже будете, понимаете, на карандашике. Это плохо. Если вы за какие-то там копеек хотите быть на карандаше в Евросоюзе, либо, например, в Ирландии, да, это очаровательная, прекрасная страна, которая только респект, только уважение и низкий поклон. Зачем ее обманывать? Зачем вот это все делать за вот эти вот копейки, да? То есть, если этих денег, которые дает Ирландия, а если ты работаешь, так тем более тебе хватает. Зачем что-то утаивать, кого-то обманывать? Обратно же, если ты работаешь, то ты имеешь право там делать уже, что хочешь, в принципе. Если ты на социале, то имей совесть хотя бы стране в чем-то помочь. В смысле, у тебя есть деньги, сообщи, и никаких проблем у тебя не будет. 30 сентября это судный день для тех, кто вот это украинцы купи-продай и так далее. Те, которые там немножко что-то там подрабатывают, что-то купил, что-то продал, мучу-кручу, тачку купил, перегнал туда-сюда. То есть, короче, ребята, ну вы уже будете, да, конечно, не слишком актуально, и вы можете рискнуть себя подставить. Давайте дальше. Что же нас ждет? Тут информация о том, что это там, как принималось, что это значит, кодексы все эти нас не слишком интересуют. Давайте о том, что какая информация, какую информацию получат доступ органы власти зарубежных стран на основании полученных данных. То есть, что они смогут получить. То есть, запрос автоматически, еще раз повторяю, там, я не знаю, всю процедуру мне не рассказывали, как это происходит. Ну, когда вы приезжаете в Евросоюз, вы предоставляете свой загранпаспорт. Там есть серия, номер, как я понимаю, это главное, фамилия, имя. Они, наверное, вводят все вот эти данные, отправляют автоматически, и автоматически система им сразу возвращает вот эту вот информацию, которую сейчас я прочитаю. Первое. 120 стран будут иметь доступ к данным украинской финансовой системе. А именно, к чему именно им открывается доступ, да? Открытие банковских счета украинцев, то есть сколько счетов у украинцев открыто, в скольких банках, да, количество. Участие в страховых инвестиционных компаниях. Немножко некорректный, да, перевод, и от этого, ну, я немножко, да, коверкаюсь, потому что, ну, я перевел, да, на русский язык. Смотрите, то есть обратно же инвестиции, где у вас застраховано, что, например, машина застрахована, это будет указано. Квартира застрахована, будет указано. Там, предприятие застраховано, будет указано. Инвестиционные компании, куда-то вы инвестировали, акции, туда-сюда, фьючерсы и так далее. Все это же есть, правильно. Все это будет известно. Дальше. Регулярные поступления средств на счет. Речь идет о прибыли, о сдаче недвижимости в аренду. Пожалуйста, если у вас все зарегистрировано, ваша квартирка сдается в аренду, то денежки куда приходят? Правильно, вам на счет, вашу карточку. Все это будет все видно. Доходы от продажи недвижимости. Продали, все, пожалуйста, все видно. И потом они такие, опа, а я продал квартирку в Киеве за лям. Ну и приехал, и беженец, бедный, несчастный, живу в социальном жилье, получая выплаты. Ну а как? Ну война же все-таки. Ну а то другое, то мое. А это тоже хочу. Ну вот на двух стульях. И рыбку съесть, и
куда-то сесть, да, кто знает эту великую фразу, тот понимает, о чем я говорю. Я таких людей не понимаю, зачем так делать. Иди работай, сообщи о своих доходах, никаких проблем нету. Живи ты в Евросоюзе за этот лимончик, например, там, открой бизнес, что-то вложись, открой предприятие. То есть, ну, много разных вариантов. И теперь этих людей, конечно, немножко за хвостик будет тянуть. Я никому, знаешь, не пытаюсь какого-то зла сделать, там, и желать. Вы думаете, там, что-то сейчас там пытаюсь, да, кого-то там как-то подначить, там, какой-то сарказм от меня. Нет, ну просто реально я людей знаю, которые этим кичинятся, которые этим хвастались, что они вот такие прохаванные, такие классные. Они этого не стесняются, они там при всех это говорят. Я этого не понимаю. Зачем? Если даже это сделают, сиди уже, молчи хотя бы. Не нужно показывать, вот такой я умный, крутой. Ну вот видите, теперь этим крутым пальчики будет немножко подкручивать. Еще раз, желаю всем добра, позитива. Украинцам желаю только счастья, мирного неба и так далее. Но тем, кто вот это все делает, все это промышляет, нет, конечно, вы обязаны вернуть штрафы, вам обязаны лишить вас всех привилегий и бенефитов, то есть социальных выплат, чтобы жили вы на свои вот эти вот денежки, которые каким-то образом зарабатываете, да, и молчите. Дальше. На основании данных местные органы власти за рубежом могут пересмотреть основания для социальных выплат. Их будут получать только те, кто нуждается. При этом каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Справедливо? Ну, конечно же, на все 100%. Украинские налоговые органы также получат доступ к иностранным счетам своих граждан. Поэтому система станет значительно более открытой и прозрачной. И вот второе мне, это про то, что вот, про то, что теперь украинская служба, да, в смысле, податковая служба, сможет тоже это все подавать, все эти запросы и получать ответ от Евросоюза, ну, от 120 стран, вы понимаете, да. Эти две статьи я оставлю вам для ознакомления, вы сможете прочитать. Информация проверенная, никто ничем не выдумана. Какие категории населения для определения потребностей в выплатах будут рассматриваться детально. Прежде всего, обратят внимание на трудоспособное население, ну, как я и говорил, на Ивана на печи, либо на Галю, которая ого-го, получающая социальную помощь в странах, которые предоставили убежище. Также будут пересмотрены данные женщин, ухаживающие за ребенком, получающие выплаты от мужа украинца. То есть вы понимаете, да? Например, примеры скажу элементарные, которые тоже знаю. Муж воюет, в Украине получает, ну, понятное дело, немаленькую зарплату. Жена, например, в Германии, да, получает социальные выплаты. Но муж еще каким-то образом хочет, да, как-то сделать хорошо, чудесно и, например, еще присылает денежку, какие-то денежки. Жена, ясно дело, не сообщает об этом, но по факту это доход, она снимает, она расплачивается этими деньгами в Германии, то есть она обогащается. Второй пример еще, развелись, то же самое, человек работает на хорошей работе, и жене приходят что? Правильно, приходят алименты. Это тоже считается налогообложением. И второй момент, муж, например, хочет там, ну, бывший муж, например, да, он хочет своего ребенка как-то тоже ему сделать приятное. Присылает тоже денежки, чтобы жена что-то купила, какую-то игрушку, вещь там на отдых и так далее. Что? Обогащение. Но закон таков, понимаешь? Если ты работаешь, тебе претензий таких нету, не будет тебя там проверять. Хотя там тоже нужно сообщать, если какая-то сумма и так далее. По факту всем надо все сообщать, но работающему нет таких претензий, потому что он не сидит на шее у государства. А тот, кто сидит на выплатах, на социале, кто живет полностью за государственный счет, то извините меня, но вы обязаны сообщить. Таков закон. Я представляю, когда будут проверки людей, сколько там будет просто работы в Евросоюзе, сколько у этих офицеров, да, которые сидят податковой службе, да, каждой страны, то есть, ну, в налоговой службе, да, Евросоюза и остальных стран, они будут в шоке, как будут думать, откуда у этих украинцев такие деньги, да. Поверьте, все тут, ну, много кто пользуется этим. И то же самое делает, отправляет деньги в Украину и так далее. То есть, сейчас будет просто, поверьте, очень многие попадут на бабки, да, на штрафы в прямом смысле. Никого за это депортировать, понятно, не будут. Но вы обязаны будете вернуть всю разницу и заплатить штраф, если это нужно. Понимаете, да? Так, пенсионные счета будут проверяться социальными службами. Видите, пенсия тоже подходит под все это. То есть пенсия, получаешь ты в Украине, все, ты обязан сообщить.
тебе отнимут, например, ты получаешь там в Ирландии 235 или 232 до евро, у тебя там пенсия 50 по меркам Ирландии, перейденная по курсу, да, вот тебя отнимают, ты там получаешь уже 200, потому что у тебя есть доход, ты обязан сообщить. Ну, так это работает, это не я придумал, понимаете? Какие категории беженцев будут лишены выплат? Прежде всего, выплаты будут лишать лиц, скрывающие доходы в Украине. Если обнаружить масштабное мошенничество, беженец вынужден будет выплатить солидные штрафы. Нужно помнить, что после 30 сентября 2024 года доступ к информации о собственности и счетах будет органов власти каждой страны, подключенной к сети CIS. Вы понимаете, да, еще 120 стран, алло. Привет, ребята, думайте сразу, еще раз говорю, 30 сентября это апокалипсис, это день X для всех украинских беженцев, которые где-то что-то скрывали, где-то что-то мутили, крутили. Какие данные подаются в отчете CRS, то есть S, да, вот полный список того, что получат, ну, получит та сторона, которая запрашивает данные, то есть что Украина, что остальные 120 стран, вот, они получат имя, адрес, юридический адрес, идентификационный код, дата места рождения для юридических лиц, наименование, адрес, видите, и пошло для всех категорий, номер счета, наименование, идентификационный номер, остаток и стоимость счета, дату закрытия счета, то есть все нуля, ну полностью люди, то есть будут знать все сразу, вот так раз, все, картина маслом, все понятно. Все, вы понимаете, да? Так что я не нагнетаю, я не ультрирую. Вот статья, ссылочка будет в описании. Напишите в комментариях ваше отношение к этой всей ситуации. Правильно, неправильно, либо нужно все-таки жить честно, да. И если у тебя что-то было, нужно сообщить. Нужно заплатить штраф. Нужно вернуть ту компенсацию, да, которую ты себе, ну, то есть ту разницу, которую ты себе забрал незаконно, потому что у тебя были деньги, ты ними мог воспользоваться, ты мог их указать и за них жить в Европе. Ты не захотел этого, теперь ты обязан вернуть эту разницу, например, там, за год, да, ты там, я же говорю, обогатился в общей сложности на 2000 евро. Пожалуйста, выплати их обратно в бюджет этой страны. Не сразу. Я знаю людей, которые уже тут выходили на работу в Ирландии и не сообщали о том, что вышли на работу. Или хотели обратно что сделать? Сесть на два стульчика и посидеть хорошо. И там, и там, и сям, и туда, и сюда, и тянем, и в карман, и туда. И что вы думаете? Ну, конечно же, все узнали. Сказали возвращать. И просто, что я могу сказать? Ну, там небольшая сумма, там человек там что-то 500 или 800, что такое. И его просто обязались каждую неделю по 50, либо что-то по 40 евро возвращать. Все, в принципе, не напряжно, ну, сам факт, что он вернет эти деньги. И все. Я хочу, чтобы просто мы, украинцы, жили честно, и чтобы мы оставили след, и не только след, а вообще мнение о нас было нормальное. А не то, что приехали халявщики, которые не хотят ничего делать, только дай, дай, дай. Как у меня мама говорила, да, это вот, надай, не звикай, дав, уїхав у Китай. Понимаете, да? Так что давайте как-то, вот реально, быть нормальными людьми, как-то себя менять, потому что, вот этот менталитет старый еще совковый, он все-таки даже у большинства молодых обмануть, забрать, как-то пропетлять, то есть что-то сделать так, чтобы, усидеть на двух стульях. Это не нужно, это не приветствуется в Европе. Восточно еще можно там как-то мутить, крутить, потому что менталитет похож немножко на наш, я говорю про восточную. Все, что дальше, на запад, то есть Ирландия, там вот это Великобритания, Франция, уже вот это все страны, там Дания, Австрия, все скандинавские страны, они живут реально по другим принципам, и у них вот это такие мутки, они это не любят, не понимают, они даже этого не понимают, понимаете, как можно что-то не доказать, что-то не сказать. Есть, понятное дело, есть везде какие-то негативные личности, да, нет плохой нации, есть плохие люди. Это понятно, что и в той же Швейцарии, Швеции есть сами швейцарцы, которые что-то не указывают, где-то что-то обманывают и так далее, пытаются обойти систему. Это понятно, но это малый процент, понимаете, если у нас это, не знаю, 80% людей, да, то и больше, которые хотят вот так вот, как змея, понимаете, крутиться, или как уж на сковородке, то там это каких-то там 5% несчастных, либо 2, понимаете, то есть, это несопоставимые просто данные и количество людей, которые живут, да, по таким вот принципам, взять, забрать и так далее.
Украсть то нет, наши там не так, что там что-то украсть. Украинцы все-таки более адекватные люди, более, ну, нормальные в большинстве своих случаев. Просто люди хотят что-то недоговорить, что-то недосказать, чтобы больше просто получить. Потому что мы привыкли просто жить одним днем. Мы боимся, что завтра не наступит. Тот же европеец, немец, он планирует свою жизнь на 3 года, на 5 вперед. Он знает, что через 2 года он будет на Мальдивах, а через 3 он будет там, не знаю, в Таиланде. Они в прямом смысле планируют все наперед. У них все расписано, все вот так четко. А знаете почему? Потому что он знает, что завтрашний день наступит. У него есть уверенность в этом, что пенсия будет выплачена, его счета в банке, банк не разорится, все будет сохранено, зарплата будет вовремя. То есть он знает, что есть стабильность, это главное. А мы всю жизнь прожили в нестабильной ситуации, понимаете, те же 90-е, это жесть, начало 2000-х тоже. Только вроде бы начинали немножко как-то раздупляться, выходить, да, со всего этого беспредела, и тут начался новый беспредел, то есть я имею в виду 14 год, а сейчас так вообще я молчу, что происходит, просто ужас и мрак, так что если мы хотим остаться в Евросоюзе, то нужно все-таки играть по их правилам, потому что мы у них в гостях, и мы обязаны выполнять их требования и их правила. Это лично мое мнение. А там, конечно, кто как хочет, тот так и кто знает предложение, тот молодец. Живите как хотите. Всегда на связи.